вот и утро. 8:38. Ну, примерно так же, наверное, проснулся, как и вчера, и позавчера. Что у нас тут? О, паук. Ты чё тут? Куда ты там убежал? В палатку? А нет, он туда убежал. Удумал здесь мне в палатке паутину плести. А тут не так уж надолго. Вон он. Давай, уходи отсюда. Ой, прекрасный денек. Паучок решил здесь обосноваться в моей кружке. Паутинку сплел. Давай, убегай. Ой, забегал. Это кружка для питья. Мне сейчас здесь паутину плести. У нас сегодня вот такая будет тушенка. Орский мясокомбинат. Вот тушенка, да тушенка, сразу видно. Сразу в печку. Ну, сегодня ночка прошла великолепно. Быстро, глаза закрыл, открыл и уже утро. Да, хорошее место. У нас по стандарту с утра чаек, либо кофеек, что-то чай охота пить, гречка, греченька. Ну и тушеночка. Она как раз уже вскипела. Ну, попробуем бульон какой. Ну, вроде ничего, пойдет. Это тоже тушенка вроде не такая дорогая. По акции была что-то 170 или 180. Можно, конечно, жирануть, купить какую-нибудь там за 300 рублей. Там вот реально должно быть прямо вкусно. Куски мяса должны быть. Так, с чайком вот эти печеньки. Я вчера их поел, вообще прикольные, вкусные, шоколадные. Ну и хлеб. Ну ладно, погнали. Самое основное — это поесть гречку, а потом попить чай. Гречка и тушенка дают нам силы на весь день. Вот сейчас я опять поем. И опять, когда я буду есть? Опять ближе к вечеру, может быть. Может быть, раньше.
Шикарно. Ну вот прям кусок мяса, так мясо, вообще нормально. Да, судя по ветру, походу он сегодня у нас боковой будет. Вот ветер куда-то туда дует, дорога идет туда. Ну, это еще 10 раз все поменяется. Надо точный прогноз давать, когда ты уже на дороге. И примерно посмотрел карту, как будет дорога идти. Она же не идет прямо, она вот петляет влево-вправо обычно. Ну, дорога на восток у нас. На восток. Восток дело тонкое. Ну-ка. Все, пускай чаек заваривается, как кушаем. Ладно, что, едим, да, собираемся. Да, эту баночку надо запомнить, как выглядит. Вот так вот выглядит, с коровкой. Орский мясокомбинат. Ну, прямо реально вкусная. Полно мяса. И вот прямо на крышке Орск выбито. В общем, если такая будет тушенка продаваться, буду ее брать. Ну, прямо мясо добротно в ней и бульон вкусный. Все, выехали на дорогу. Что-то я от палатки-то когда пошел, немного не по той дороге пошел. Там в болото зашел небольшое, начал, ноги промочил. Но потом шпилевей взял и нормально. В общем, отдохнул хорошо, пойдет замечательно. Сразу же переоделся. Это реально жарит, уже 20 с лишним градусов, наверное. А на солнце и все 30. В общем, дальше загорать будем. Вот немного кожа начала слазить, особенно на правой руке. Аж вчера пузыри такие белые были. Опять еду. Ну, тут панелька-то лежит солнечная. Километр опять не считает. Да что такое? Надо остановиться сделать. Я что тут проехал, может, 500 метров. Увидел. Видать, об кусты зацепил, сдвинул этот датчик. Вот этот датчик считывает, это магнитик. У меня еще есть такая штука родная. Я думаю, может подложить, чтобы он ближе был. Разобрал полностью вот эту штуковину, снял, магнит снял. Вожу прямо рядом, туда-сюда. Ну, между магнитом и датчиком. Не работает, думаю, да что за фигня, думаю, сломался что ли? Вроде вчера работал, не может быть такого. Все, давай смотреть тут. И тут вот что оказалось. Ну, я увидел вот этот проводок. И хомуток, короче, привет. Сильно передавил вот это место. Думаю, что из-за этого, что ли? Все, типа, без спидометра сейчас будем. Думаю, нет, надо дальше смотреть. Снял полностью вот этот велокомпьютер. Ну, вот так, хоп, поворачивается и снимается. Протер контакты, и вуаля, он заработал. Ну, в общем, выходит, там что-то закислилось. Ну, я вообще его давно не снимал. И это все заработал, да, и это, возможно, первый звоночек, то, что так передавило. Надо снять этот хомуток и вот, ну, так, не с такой натяжкой затянуть его. А то что-то реально прямо он туго сидит, вон аж как продавил. И да, еще тут пока сижу туда-сюда. О, вот укусил гад сюда. Ну что, а в воде стало летать? Ладно, комары, фиг с ним. Проснулись. Хотя в первые дни комаров не было. А сейчас оводья еще проснулись. И сейчас еще и с ними драться. Да.
можно уехать, а ладья не летают быстро. Могут и догонять, и садиться, кусаться. Ну, сразу же переоделся, снял все это, а то жарко реально. Да, клещ один был, ну, где я там спал. Ну, сидел на пакете, что-то ползал по пакету, смотрю, оп, клещ. Ну, хоть одного-то и увидели, ладно. В общем, все, сейчас этот комуток уберу, поставлю вот этот, не сильно буду затягивать, чтобы так чуть-чуть держал. Да и все. Температура 25,9. Вот, заработал. Это другое дело. Сейчас время 9 часов, плюс 2 часа, 11 часов. Ну, я, наверное, где-то из леса-то вышел минут 20 назад. Пока с этим проводом разбирался, что, как, кого. Короче, может и полчаса назад. Короче, ну, полчаса потеряли. Ну, ладно, что, всякое бывает. Это лучше, чем парковать колесо, да. Значит, так надо было, чтобы я остановился, разобрался с этим велокомпьютером. А то мало ли что там было бы, если бы я ехал. Ничего так просто не происходит. А вот прикол. Ё-моё. Компьютер-то, может быть, и по-другому не стал работать. У меня сумочки-то нету с собой. Я ее где-то потерял, что ли. А там все, там деньги, телефон. Куда я ее дел-то? Ё-моё! Как так-то? А быстрее возвращаться, где-то выпало, может. Ну я даю, конечно. Да, это капец, я ее мог потерять-то. У меня ж там все, и телефон, деньги, документы. Я еще же встал на такое место неприметное. Я могу его и не найти еще. Но однотипное, типичное место. Я по километражу посмотрел. 1,5 километра проехал, когда понял, все, сумки-то нету. Где-то, значит, 3200, может, сколько я там, 500 метров проехал без велокомпьютера. Капец, да как так-то? Вот это приключение. Но вот это я место помню. Где-то вот уже здесь. Вообще ни разу такого не было, чтобы я так оставлял. Я, видимо, когда футболку одевал, снимал термуху, тогда и снял эту сумку. Я же осматриваюсь всегда. Возможно, она у меня просто на велике лежала где-то. И с велика, когда я шел, могла упасть. Вот это капец, если она в лесу где-то лежит. Я же запарюсь искать там. Ну, надеюсь, найдем. Надо прямо найти следы свои, по которым я выходил. Но сейчас еще следы должны быть видны. Вот этот лесок где-то здесь. Ну, капец, конечно, я даю. Вот даю. Вот я балда. Так, ну вот где-то здесь же. Ищу следы от велика, где я заходил. Пока не видать. Ну вот где-то там, что ли. Так, все, следы нашел. Да, вот они. Главное этот след не потерять. Блин, лишь бы сумочка была где-нибудь здесь. Так, где-то вот так шел. Там в болото зашел куда-то.
Или не это место, что-то я вообще... Ну, следы же есть. Возможно, это вчерашние следы. Так, надо, короче, дерево найти, вот это, где я остановился. Фу, где я сидел-то? Да это капец, конечно, у меня же там абсолютно все. Давай, сумочка, будь здесь где-нибудь, пожалуйста. Фу. Чё, где? Нету ничего. Капец. Да как так-то, а? Реально нету. Так, ну что, я здесь, в общем, значит, был. Пошел так прямо. И потом налево ушел. А это я по вчерашним следам, я так понял, заходил. Ну что, я вот так вот шел. Блин, да как так-то? Потом дошел вот до сюда. Вот, да, следы велика. Понял то, что здесь мне не пройти, что здесь болото. Пошел в другую сторону. Блин, главное, чтобы она не на дороге упала. Ну, хотя я ехал, я же бы ее увидел. Вот вообще я не помню, где я ее мог оставить. Прикреплял ли я ее. Так, ну я здесь пошел вот так потом. Капец, на этом же может и путешествие закончиться. У меня там и загранпаспорт, и обычный паспорт. У меня и денег-то с собой нету. Так, потом я вроде вот так вот, да, пошел следы. Так вот шел. Не, будет, конечно, прикол, если она у меня где-то в сумках лежит. Я ее просто запаковал. Блин, надо сумки посмотреть сейчас все. Если я не найду. Вот она, ёб твою медь! Ха! Капец, я так, короче, переживал, блин. Вон велик. Да как так вот так вот потерять, это мне будет реально уроком. Хорошо, что она здесь упала, и хорошо, что я запомнил, где я примерно остановился. Нашел это место. Потому что у меня же телефон здесь, все здесь. А проедь я там километров, не знаю, 20, я бы уже мог и забыть это место. А так я по километражу-то посмотрел, сколько примерно до сюда вернулся. И то первый раз в том лесу был. Но потом понял, что это не тот лес. Фух, ну такое, короче, облегчение. Вот мне будет урок. Это жесть. Вот так вот все потерять в одночасье. Короче, что я понял, надо деньги разделить. На всякий случай разделить сумму. У меня есть наличка с собой. Ну, я наличку снял крупную сумму для Монголии, чтобы ее разменять, если что. А как бы сам-то пользуюсь этой банковской картой. Фу, ну короче, облегчение, да. Вот я простофиля. Вы, конечно, можете сказать, мол, ты это подстроил для контента. Нифига это я ничего не подстраивал. Мне такие головники не нужны. Капец. Да. Тут все реально, без всяких подстанов. Все как есть, все в жизни. 11:30 местное время. Ну вот это приключение с утра. Да. Ну, видимо, так надо было случиться. Возможно, это меня от чего-то уберегло. Ух. Ну да.
кто будет что вспомнить. И как бы это мне и уроком будет. То, что сумочку надо всегда, это как моя вторая частичка, без нее никуда. Да. Вот так потеряй все, ты никто. Без бумажки ты букашка, как говорится. В общем, какая была хронология событий? Сейчас я так еду, размышляю. Я снимал таймлапс, как я собираю палатку, на велик все там цепляю. Да, снял таймлапс, хорошо помню, типа одел сумочку и вышел из кадра. Таймлапс выключил, велик обратно поставил и решил сразу переодеться. Ну, чтобы тут на дороге это не делать. И зарядочку сделал. То есть перед выездом я всегда делаю зарядку. Все, сделал зарядку, переоделся и, видать, сумочку положил на велосипед. Потому что у меня уже все собрано было, по сути. Я только вещи упаковал в сумку большую и все. Вот сумочка так на сумке и осталась. И я пошел. Вот все. Прошел там сколько, метров 20, и она упала. В общем, вот так и было все. Да. Ну, а сзади тарахтелка едет. Че не обгоняет? Сейчас вправо обгонит. Здравствуйте, на Алтай! А? Да, о, хорошо. Ну вы побыстрее доедете в любом случае. Откуда едешь? С Екатеринбурга. Я с Чебоксара. Откуда? Чебоксар. А, Чебоксар, понял, да. 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 Вот такие. Так, 15-й день. Да. А вы какой? Я родился у тебя. А я 7 мая выехал. Да. Спасибо и вам тоже. Ну вот мы в Убинское сейчас заедем. Каргат, да. Заедем в Убинское, чтобы в Каргат не заезжать. А, тоже с Чебоксар едет. Тоже на Алтай отдыхать. Говорит, 11 числа выехал. Ну что, Чебоксар, это же возле Казани где-то вообще. Вот так вот. Кто-то на велосипеде, кто-то на мопеде. А что, он так же едет, как велосипед. Потихонечку, по правой стороне. Не гонит. Да, если честно, я бы сегодня искупался. Охота искупаться уже. Да и вода уже, в принципе, не такая ледяная. При желании можно залезть и побулькаться. Нет, был бы подход хороший к этой луже, я бы даже в такой луже искупался. Но не сейчас. Где-нибудь после обеда. Так что сегодня можно водные процедуры принять. День вроде теплый обещают. Чё бы и нет. А вот и Убинское, и Колмакова налево. Да, надо сейчас по карте глянуть, как лучше в Убинское заезжать. Тут или подальше где-нибудь. Ну а что, тут 3 километра показано, не так уж и далеко. Наверное, здесь заворачивать надо. Новосибирск 215. Но надо сегодня максимально близко к Новосибу подъехать, чтобы если что завтра в Новосибе уже быть. О, магазин закусочная «Горизонт». А чё, ну-ка заехать в этот магазин.
чтобы в это Лубинское не заезжать, время не тратить. Ну, я, наверное, сейчас так и сделаю, погляжу. Если цены адекватные, да я уж проще здесь закуплюсь, да и все. Это Лубинское 3 километра ехать, потом оттуда выезжать. Ну да, сейчас заедем здесь, поглядим, что по ценам. Ну, прежде чем зайти в магазин, надо умыться. Географический центр Новосибирской области. Это типа самый-самый центр, что ли? 30 июля. Образование Западно-Сибирского края. А, вон оно что. Произошло разделение Новосибирской области и Алтайский край. То есть вот он, Алтайский край идет. Ну, я, короче, в магазин зашел, 50 рублей. Самое дешевое мороженка. Решил мороженку взять. Цены там, конечно, конские. Так что в Лубинское заедем. Ладно, так уж и быть. До Лубинского, конечно, можно и здесь проехать. Но там по грунтам по этим ехать нафиг надо. Там дорога дальше будет. Примерно, ну, через километра 3 будет Своротка. Там асфальт нормальный. И прямо прямиком до магазинов. А здесь я что-то посмотрел. Тушенку там какая-то армейская, что ли. Почти 500 рублей стоит. Я таких денег не готов платить. Ладно бы там за 220, может быть, еще подумал, что-нибудь взял. Ну не 500 же. А что мне по сути надо? Пару тушенок, воду, ну, хлеб можно. Да, в принципе, да и все. Больше ничего не надо. Ну, может, к чаю там что-нибудь. Хотя нет, печеньки есть, не надо ничего к чаю. Потом понаберу печенье, пряников, потом все лежит это. Ну, не сразу все съедается. У нас там печеньки шоколадные есть. Короче, в Лубинское с другой стороны заедем. Вот тут и повернем на Лубинское. Еще и Крещенское налево. Да, кстати, тут большое количество заправок топ-лайн с крокодилом. У нас таких нету. У нас еще Газпром, Татнефть, Лукойл. Да и все, наверное. Но есть еще какие-то такие, тоже малоизвестные. Вот в основном те, которые я перечислил у нас на Урале. Сейчас против ветра прямо по прием. Вот он. О, ну все, как в стену въехали. Капец. Ой, блин, эти 3 километра мы будем переть очень долго. Все, вот. Быстрее не могу. Надо переключаться. Капец. Просто ураган. Че, надо карту доставать, смотреть, куда гнать. Да, тут до сетевых магазинов не так далеко. Где-то вон в той стороне, куда камера смотрит. Так бы еще найти колонку с водой. Вообще было бы круто, чтобы опять не покупать. Кстати, вода, ну сколько я набирал в колонках, не такая вкусная, как у нас на Урале. У нас на Урале с колонки, если набирать, вода прямо вкуснейшая. А здесь, ну, какая-то такая непонятная. Может, то, что болотистая местность, всякое такое. В общем, не знаю, как это объяснить.
подсказали, водичку набрать можно. О, шланг достаешь и пошла вода оттуда. А ночуешь где, в палатке, да? Да, да, конечно, да. Ну, сейчас комаров еще пока мало. Все, одну фляжку наполнил полностью. Вторую не стал надевать, я посмотрел, там еще есть вода. Ну и вот в эту фляжку быстрого доступа тоже налил. Ну что, мы где-то уже в центре. Ничего, пойдет. Вот тут церквушка. Сбербанк впереди. Универмаг вон. О, Мария Ра магазин. Ни разу не был там. Ну, слышал об этих магазинах. В принципе, можно и туда заскочить. Вот, а там вообще двухэтажки пошли, трехэтажки. Площадь, типа, наверное. Ну, в общем, в Марию Ра зайдем, посмотрим. Ни разу не был в таком магазине. Ну все, погнали в магаз. У вас тут видеоблог? Да. Какой канал? Данил с Урала, можешь зайти подписаться на ютубе. Алтайская говядина. Но ее вроде хватит. Есть 36. Есть 94. Ну что, такой магазинчик, все есть. Кстати, влажные салфетки заканчиваются, надо взять будет, да. Да, выбор-то небольшой тушенки этой. Свинина, да, нафиг она нужна, она мне вообще не нравится, свинина. Мясной стандарт, вот такую, что ли взять попробовать? 142. Да, да, все верно. Все, можешь подписаться, вот еще один подписчик. Ты отсюда, да? Да, Букву К вам добавить, у вас будет Кубинка, типа Куба. Да вот заехал что-нибудь взять, покушать тушенки, что-нибудь такое. да, каждый день там на спортбайках приезжают. А, ну потому что вам удобно заезжать. То есть с трассы раз свернул и к вам сразу же. Тебя как? Ага. Курлов Захар Евгеньевич. А тебя? Да не, еще завтра. Все, понял. Ну вот такие ребята. Все, давайте. Это может раз. Сегодня день рождения, блин, поздравляю тебя. Но. Вот в Убинске тут пятерочка, Магнит. Ну, мы побывали впервые в Марии Ра. Да, нормальный магазин. Посмотрим на качество тушенки. Так, ну надо его туда немного, да, потому что я сюда складывал, сюда, оп. Вот и все, ровненько. Все, выгоняем на трассу. 1:26 по местному. Ну все, на трассу бегом. Не бегом, а прямиком. Сейчас немного ветер хотя бы не так будет дуть. А то реально сюда ехали, ну просто как в стену. Так, откуда я приехал? Справа или слева? Что-то я уже забыл. Вроде справа. А, или слева. Вот память дырявая. Вроде слева. Да, слева вот здесь магазинчики тоже. Продают всякое. Ох, скоро арбузы, дыни пойдут. Прямо с трассы можно будет брать. Помню, да, в том году, когда путешествовал, прямо с трассы дыни брал. Ох, вкусняшка. Можно и маленькие арбузы брать тоже. Ну все. Такой город отличный, все есть. Даже вон библиотека, музей, все дела.
Взял газировочки еще. Что-то на 500 чем-то там рублей, что ли, вышло. Вон эти дядьки сидят, где я воду набирал. Вон. Счастливо! Вот так вот старость провести, да. Сидеть возле дома, наблюдать за всеми, болтать с коллегами, стариками обо всем. Ну, не знаю, хотел бы я так старость провести или нет. Я бы хотел и в старости гонять на велосипеде, быть суперактивным. А то если же вот так ничего не делать, так можно жиром заплыть. И так в ящик сыграть недолго. Там, когда местные ребята подошли, ну, один там поинтересовался, что, куда, кого, ну, вы его видели там. И это, ну, уже на выходе, да, когда он в тамбуре стоял, ну, спросил, как их зовут. В общем, если, ребята, вы смотрите, вам привет, конечно. Ну, вы так официально так представились, там, ну, имя, фамилия, чуть ли не отчество. Просто сказали, там, Вася, Петя. Да и все, и хватит. Ну ладно, чел, видимо, в школе так приучили их говорить. Ну да, мы в школе тоже говорили по фамилии, отчеству, когда взрослые спрашивали. А так вот подумать, мне 37 лет, а я себя вообще взрослым особо и не ощущаю даже. Будто, не знаю, ну, как его сказать, наверное, как-то более студенческое, что ли, восприятие мира, как я студент еще в те времена. Как бы я организм у меня не скован там болезнями всякими, которые там человека старят. Ну, в общем, не знаю, как сказать правильно. Ну, в общем, на 37 я себя не ощущаю, да. На 20, может быть, где-то так. Да. А 37 ли мне лет? Я вот так что-то сейчас подумал, почитал. Блин, я реально забыл, сколько мне лет. Мне либо 36, либо 37. Это что за дела? Действительно. Вот у меня было день рождения 7 мая, я выехал. А у меня было 36, или уже было 37. Ой, короче, надо считать это. Ну, я 88-го года родился. Да, я в уме сейчас так не сосчитаю. Реально, вот я за годами не слежу. Вот так иногда порой спроси, я могу запутаться, сколько мне лет. Забыть. Это вообще нормально или нет? А я хрен его знает, короче. А вот мы и на трассе. Едем. Ускоримся, фура едет, хочет сюда завернуть. Трасса направо уходит. Вон там фуры видно, где едут. Ветер будет сейчас донимать. Ну ничего, стерпим. Не впервой против ветра переть. Вот она прямо так почти резко направо и туда. Хо-хо-хо. Да уж. Если честно, я бы с удовольствием искупался. Ну, что-то вода тут какая-то прям темная, как чай. Ну, видать, торфяники здесь. Глубина-то хорошая. Вот прямо здесь ныряй и купайся. Но ветер сильный дует. Будет не очень. Или реально искупаться. Вот чё, прямо здесь зацепился и туда ныряй. Ну не знаю, что-то охота и как-то ветер, я понимаю, то, что будет дуть, прямо это холодно будет сразу же. Хоть и на солнце там и показывает 30 градусов, но на самом деле 25, может поменьше. Ну, я еще подумаю, может реально закупнусь. Что-то посидел, подумал.
купаться здесь. Очень ветрено. Ветер остудит очень здорово. А, что тут написано? Попей, перекуси, улыбнись и двигайся дальше. Вот даже это он себе советует. Так что так и сделаем. О, какой бурелом. Вот с Субинска еще можно было по этой дороге выехать. Дорога на Орловку. Ну, кстати, это первая остановка, которая не из кирпича. До этого это все из кирпича были остановки. А тут такая более современная. Ну ладно, отдохнем немного, да дальше погоним. Аж прямо с ног сносит ветер этот. Я тут вон что увидел. Пузыри пошли. О, какой загар. Ну ничего, надо, чтобы руки начали загорать. Принимать форму одного цвета, а то как они. На руках-то уже все нормально. Справа тоже. Да. Сел называется. Думаю, что такое липкое? Ну вот, шорты покрасили краской. Не одно, так другое, блин. Видать, хорошо покрасили. Ну, или недавно. Да неужели дорога налево поворачивает? Наконец-то! Да этот ветер уже надоел. Прошлые дни в среднем 19 ехал, а сегодня 13-15. Черепаший ход. Я уж думал, Москва там. А там всего лишь московка. Ой, дорога еще раз налево заворачивает. Вот, глядишь, так с этими поворотами сейчас ветер начнет дуть в мое направление. А то, ну все равно еще он в бок дует. Вон. Хоть разок и повернули налево, но уже проще ехать стало в разы. А вот он и Каргатский райончик. Заезжаем потихоньку. Красота-то какая! Одуванчики пошли. Да, тут пожары были. Березы все погибли. Видимо, хорошо горело. А тут налево Филина, километр целый туда. По сути, видно должно быть. Но не видно. И Груздевка. О, Новосиб 189. Меньше 200 осталось. Ну, я думаю, тут надо передохнуть немного. Полтишок есть уже. Да, сегодня соточка будет такая. Не такая легкая с этим ветром. Муха путешественница села тут, свои лапки протирает. Все, улетела. Спешуны торопятся. — 17.
Да, так и едем. Наконец-то к остановочке подъехали. Это Лебедевский. Ну что, пора кушать? То бишь обедать. Сегодня надо пораньше пообедать. А не как вчера под вечер самый. И как раз уже кушать захотелось. В общем, остановка как по заказу. Та-дам! Что у нас сегодня на обед? Колбаска, 3 кусочка хлеба, кола, гречка и сыр. Я про сыр совсем забыл, он уже весь такой мягкий стал. Ну, вроде не испортился, нормально. С гречкой пойдет. В общем, кушаем. Всем приятного аппетита, в том числе и мне тоже. Ничего себе! Как вода оттуда течет. Такое я еще не видал. О, тут будто какая-то деревня отшельников. Здания такие деревянные. Чистокол, забор. Что это такое? Реально, вот это как будто забор. Вот там что-то написано. Так, Каргат 3. Ну вот и доехали до него. И форпост Каргат налево. Блин, там что-то написано красными буквами. А я что-то не разберу. Вот такая штуковина здесь. Ой. А кушонок такой маленький по сравнению с фурами. Ну, вообще капец. Вот такая большая равнина. Как степь почти. И такой ветер боковой. Просто сносит. Чем-то даже Казахстан напоминает. Ох, там ветра были. Куда колеса повез? Это походу на БелАЗ. 164 километра до Новосиба. Я хочу фоточку сделать, ну, с велосипедом. С этой надписью. Да неужели речка? Как давно речек не было? Ну ничего себе, вон аж это, кусты затопило. Да, я думаю, надо остановиться. Ну, насчет покупаться, конечно, не знаю. Ветрище просто дикий. А вот умыться можно. А тут даже матерые такие лесенки. Ничего себе. Да, как я давно речек не видел. О да, блин, если бы не ветер, я бы сейчас, наверное, искупался. Привет, речушка, Каргат. Ой, какая ты холодная, кстати. Лужи намного теплее. Ну да, реально, что тут можно зайти было бы искупаться. Ну такой ветер просто. Не, с таким ветром не надо купаться. Можно и простыть. Ну, сейчас умыться зато можно. Фу, как хорошо. Я прямо умылся, прямо с головой. Блин, охота искупаться. Но этот чертов ветер, вот реально я стою, руки все замочил. Прямо обжигающий такой холод из-за ветра. Ну, конечно, с ветром зато ты быстро высохнешь. Да ну его нафиг, короче. Если что, уж до Новосибирска доедем, да и помоемся по-нормальному. Ух, хорошо. Замечательно.
собрат едет так же по техничке, как я. Только у него колеса побольше. Сейчас еду, думаю, что буду сегодня кушать вечером. Думаю, а потом вспомнил, я же хлеб не взял. Хлеба-то нету. Вот я на остановке последние 3 кусочка доел и все. Эх, ну ладно, что, без хлеба будем. А если что, тушеночку, так навернем, да и все. Может быть, пакет заварю. А мы тут в Чулымский район заехали. Так, ну вот теперь заехали. А что, неужели было дешевле построить мост, чем обычных 2 разъезда сделать, да и слева, и справа? Странное решение. А возле Кокошина остановочка. 95-71. И мы доехали до Кокошина. А что, еще можно километров 5 покрутить. Какие-то озера пошли, болото. Как место под палатку искать. Че, вот, залазь, докупайся. Подход хороший. Может быть, и искупался. Но не в этот раз. Навье! Ну, хотя и старый асфальт нормально был. Видимо, здесь совсем был не очень. Вон лось гуляет. Эй, лось, привет! Вон, видно его нет. Вот такой лось большой. Ну, вроде лес пошел нормальный. Ну, раз лось гуляет, значит нормальный. О, можно и подыскивать место себе под ночевку-то. А тут что еще, дикие быки, что ли, ходят? Ну, видимо, пастбище где-то тут. Где мы ночевать-то будем сегодня? Одни болота, непроходимая тайга березовая, которая направо секты и Красновка налево. Так, ну вот здесь проходик такой есть. Я же думал опять проезжать, потому что там лужа, проходить. А здесь вот так вот по травке туда, и вроде березки ничего такие. Ну что, забуриваемся тогда. Блин, надо штаны одевать, кроссовки одевать, потому что мало ли там лужи будут. И в этих тапочках сразу весь вымокну. Я оделся в латы антикомаринные. И пока переодевался, и то комары стали доставать. Вот эти березки я приметил. Да, кочка на кочке тут. Такое местечко. Березонька прямо так легла. Я уже здесь присел. Так мягко здесь сидеть. Ну да, тут и расположусь тогда. Палатку можно здесь поставить где-нибудь. Я не знаю, что-то разводить, не разводить костерок. Ну, в общем, видно будет. Ну все, я раскладываю палатку, и он, солнышко за тучу уходит. Там что-то реально такая прямо тучка-тучка. Прямо такая полоса идет. Че, неужели ночью дождь будет? Ну, мы уже, наверное, солнышко уже не увидим. Все, там такая туча капитальная.
Ну, туча точно до сюда не дойдет. Палатку я успею поставить. 109,79 проехали. Ну-ка, средняя сколько было? 16,34. Ну, в принципе, пойдет. Ну да. Что-то я как-то даже подутомился, что ли. Ну, то, что ветер боковой. Да, там что, 6 часов 34 минуты вроде ехал. Хотя я там бывало 5 часов ехал. Но сегодня дольше ехали, да. Дольше, чем обычного из-за этого ветра. Комары, блин. Что-то костерок не захотел разводить, это что-то ходить. Мне жарко. Что-то я, разгоряченный. Костерок разведешь, еще жарче будет. Решил на газу. Что-то кофеек охота. Вот уже забодяжил. Кофе налил, сгущенку. В общем, будем вначале с кофе. А потом, просто вот эту, может, съем. Просто разогрею, да и так съем ее. Высший сорт. А может и не буду есть, не знаю. На ночь нажираться опять. Я так-то сколько? В 4 часа, да? Где-то обедал. В принципе, довольно плотно обедал. Может, даже не буду есть тушенку. Посмотрим. Ну, пару кофе я точно сейчас выпью. Пока одной рукой держишь камеру, комары сразу налетают. Они вот эти перчатки тоже спокойно прокусывают. Ну, не так прокусывают, как руки. Как бы, пока они там нацелятся своим хоботком, чтобы эту ткань пройти. То есть там у тебя есть запас времени, чтобы отбиться от них. Да, дерево прямо прикольное. Как на диване сидишь, он мягкое. Супер просто. Вон трасса. Да, тучка мне вот эта что-то не нравится. Прямо такая темная. Но она еще часа 3 назад появилась на горизонте сзади. Вначале я ее не видел, а потом что-то как-то обернулся. Там полоской такой было. И он уже как подошла сюда. Интернет бы глянуть, что там с дождиком-то будет. Будет, не будет. Да даже если не будет, главное, чтобы тепло было. А не 10 градусов ехать под дождем. Вот это фигово. А если 20 градусов, пофиг, дождь, не дождь, нормально. Он дождевик одел, да попер. Я, наверное, не буду эту консерву есть, что-то есть неохота. Охота пить. Вот, будем печеньки эти кушать. Прикольные, кстати. А завтра, если что, плотненько покушаем. Да, без этого никуда. Выезжать надо кушать хорошо. Я там, когда сюда ехал, может, километра 4 назад, вот эту лужу нашел. Умылся полностью. Полотенце намочил. То есть купаться будем. Вот сейчас капелька упадет. Вот она прямо. Ну, оп. Упала. Купаться, мыться, обтираться. Да, влажные салфетки новые взял. Можно их испробовать. А то у меня вот эти спиртовые чуть-чуть осталось. И детские, которые беспонтовые, тоже там капелька осталась. Либо их можно сегодня полностью израсходовать, а завтра новую пачку открывать. Фу, блин, сидишь, комары просто атакуют. Вон, целый рой, блин. Ну не так много, кстати. Бывало и больше. Бутылку что-то вот эту пустую вез. Забыл про нее совсем. Естественно, выкинем ее завтра. Ничего с собой я тут никогда ничего не оставляю. Все увожу с собой. Весь мусор. Да, тучка такая прямо напряжная. Ну вот она пускай пройдет. Ночью пускай поливает. Мне даже нравится, когда ночью дождь идет. Барабанит так. В палатке да самое то лежать. А чтоб завтра тебя не было, дождик. Желательно. Думал соточку сделать, а пока место нашел вот это, и еще почти 10 километров накрутил. Потому что не было. Едешь слева, справа болото. Где что останавливаться. Не в болоте же.
А тут такое местечко хорошее, поле какое-то. Вот. Ну, до того леса. Ну, скорее всего, не поле, а болото. Все-таки такая местность. Вау, вода закипает. Не обязательно до полного кипячения, так уже хватит. О, опять в аккурат. Все, газ включаем пока. Все, сейчас будем чаевничать, кофеевничать с печенюшками. Завтра максимально близко к Новосибирску подъеду. Ну, до Новосиба осталось 140 километров, наверное, где-то. Может, 130. То есть завтра соточку сделать, подъехать за 30 километров к Новосибирску, переночевать и днем вломиться в Новосибирск. Не знаю, квартиру снимать, не снимать. Что-то как-то, не знаю, посмотрел цены, там 2000, в среднем 2000 за сутки. 4000 отдавать, чтобы переночевать. Ну да, я там могу помыться и там постираться. Ну, как бы одежда-то, в принципе, и не воняет даже, потому что я не запускаю себе каждый день водные у меня процедуры. Хоть такие специфические, но они работают, реально. Ничем не воняешь. Ну, может, это я просто говорю, что ничем не воняет. Другой скажет, ничего от тебя воняет. Но нет, не думаю. О, кстати, железная дорога. Слышно ее. Дых-дых-дых-дых, дых-дых-дых. Так что будем сегодня под звуки железной дороги спать. Ну чё, в общем, все. Пока, до завтра.